Итак, мы находимся в функции виртуальный артикулятор. В данном случае вот эти позиции заданы по регистратам прикуса. А, Тут есть три возможности виртуального артикулятора по регистратам, по указанным величинам. Это виртуально заданная позиция центрального соотношения или заданная по определенным параметрам, похоже как в экзокаде, и по данным аксиографии. Итак, у нас здесь по регистратам я хочу показать, как строится артикуляционная поверхность. Артикуляционная поверхность может быть построена по любым из трех этих вариантов задания конечной позиции нижней челюсти, то есть ее терминальных позиций. К терминальным позициям относятся протрузия и латеротрузия, правые и левые. Итак, у нас здесь есть варианты, тут множество разных вариантов. И мы, например, выбираем позицию протрузии. Обращаю внимание, что из положения привычной окклюзии мы задали позицию протрузии. Позиция латеротрузии вот переделывается щелчком. Тут этот сустав остается на месте, этот двигается. Одна и другая. Соответственно, движения могут быть несимметричны. Вот тут сдвига назад нет. Обращаю внимание, что вот эти вот позиции терминальные заданы, их можно к ним прийти, к ним, к конечной позиции, из положения центрального соотношения. Видите, поменялось положение головок исходное. И теперь в позицию протрузии мы уже будем двигаться из другого стартового положения. Поэтому это для чего нужно? Вот если мы, например, захотим сделать протез или, ну, там, или шину в некоторых гнатологических концепциях на шине вычитаются артикуляционная поверхность, то артикуляционная поверхность – это поверхность скольжения одних зубов относительно других. А при этом скольжении они формируют поверхность. Вот если вы берете пластмассовый блок и по нему не застывший начинаете двигать, то на нем отобразится некое подобие вот этой артикуляционной поверхности. Итак, а, представим себе, что мы захотели из центрального положения построить артикуляционную поверхность. Вот ее, кстати, характеристики этой протрузии, они автоматически высвечиваются, и все измерения проводятся. Но поговорим о артикуляционной поверхности. Мы выбрали ее. И здесь в данном случае мы отмечаем, мы можем артикуляционную поверхность создать только для протрузии. Можем для протрузии и латеротрузии. Только для латеротрузии. Но, как правило, выбираем все возможные движения. Теперь мы можем создать артикуляционную поверхность, которую задают своим движением нижние зубы, что для нас вполне логично. Нижняя челюсть движется, и поверхность нижних зубов рисует нам некую артикуляционную поверхность. И тогда этой поверхностью мы можем вычесть из конструкции, которую делаем на верхний зуб. Но любое движение относительно. Точно так же мы можем построить артикуляционную поверхность для верхних зубов, которые будут двигаться относительно нижних. То есть нижняя челюсть движется, но при этом, если мы примем за неподвижную систему координат, привязанную к челюсти нижней, то у нас будут двигаться относительно нижней челюсти верхние зубы. Это то же самое, что у нас вот мы стоим, относительно нас двигается поезд. Да? И человек, который сидит в поезде, двигается относительно нас. Но если мы сидим в этом поезде, то человек, который стоит на земле, он тоже двигается относительно нас, хотя мы находимся в движущемся поезде. Таким образом, если мы, например, делаем конструкцию на нижнюю челюсть, то нам нужно построить артикуляционную поверхность для верхней челюсти. Если мы строим конструкцию для верхней челюсти, то нам нужно построить артикуляционную поверхность для нижних зубов. Соответственно, вот как она строится. Мы выбрали ту челюсть, которая нам нужна. Поверхность для верхних зубов или для нижних, они не тождественные, они разные. И нажимаем «Создать». Таким образом, нам сейчас создаться артикуляционная поверхность из положения центрального соотношения, вот оно, соответственно, в эти позиции протрузии, латеротрузии и так далее. Для этого надо просто нажать «Создать». И вот процесс запущен. Он займет некоторое время, там может быть 1-2 минуты, поэтому я делаю
Ну и вот готовая артикуляционная поверхность. Мы можем сейчас включить режим одного окна и вот посмотреть, как это выглядит. Мы даже можем эту поверхность, вот она записалась сюда в дерево модели, показать только это, рассмотреть отдельно. Вот она. Видите, вот выглядит вот странно, как бы такими буграми, холмами, но это как раз вот то движение, когда зубы огибают одно другое, вот и вот такие вот странные поверхности выглядят. Это поверхность, вот, ну, совершенно очевидно, что вот это поверхность скольжения. Зуб перемещается, потом скользит сюда, и вот один бугор отражается, и вот эта вся поверхность, она определена всеми типами движениями. Вперед, назад, в стороны. Вот такой вот получается не совсем гладкое, но, в общем-то, то, как это в реальной получается жизни. Ну, что тут можно еще сказать? Можно, конечно, предположить, что артикуляционная поверхность, созданная по регистратам, это прямолинейные движения, а если это будет, ну, некое там скольжение, записанное аксиографией, там будет более плавные траектории, хотя мне кажется, что разницы большой не будет, вот оно будет выглядеть все равно приблизительно вот таким образом. Вот как-то так.